Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Денис Немедомский на связи прямо сейчас, адвокат и политик. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Добрый день, друзья. Начать наш разговор я бы хотел с неимоверной какой-то потужности, которую излучает президент Зеленский, президент Ющенко. Даже Ющенко потужнее, чем Зеленский. Ну, о Зеленском мы разберем, скажем так, подробнее, но Ющенко, конечно, выдал. Говорит, ну так, кто-то говорит, что устроит всех по линии фронта, кто-то говорит граница 91 года, а меня, мол, не устраивает, надо идти на Москву, говорит Ющенко в интервью. Это, конечно, что-то с чем-то. То есть абсолютное какое-то непонимание движения и происходящего, да? То есть мы опять падаем, точнее нас берут и хватают за ноги и окунают в этот нарратив 22 года. Медом намазано, что ли? Откуда это берется? Чем хуже ситуация на фронте, чем хуже ситуация внутри общества, тем более яркие пропагандистские штампы вынуждены использовать власть. И то, что достают из нафталина Ющенко, свидетельствует о том, что других аргументов не остается. То есть, когда есть реальные перспективы, есть реальные возможности, то, соответственно, не надо ничего придумывать. А так, когда глобалисты начинают поднимать уже, скажем так, нафталиновую клиентелу для того, чтобы убедить в общество, прежде всего это направлено на внутреннего потребителя. Потому что люди уже устали действительно от зрад, устали от беспросвета, который происходит в стране, и каким-то образом надо их взбодрить, каким-то образом достать каких-то лидеров общественного мнения в прошлом или образе власти и с их помощью попытаться каким-то образом настроить народ на ту волну, которая была в 22 году. Очень хороший его период для сравнения взяли. Тогда действительно, скажем так, было повальное какое-то безумие, непонимание того, что эта ситуация временная, и если не воспользоваться окном возможностей, то ситуация будет только ухудшаться. Тогда это мнение было приравнено к государственной измене, хотя это было абсолютно понятно людям, которые хоть умеют дважды два сложить, что достаточно немножко знать историю, достаточно немножко понимать сущность современного украинского государства, понимать, каким образом всегда воюет Россия. И имея такой ресурс, имея, скажем, убежденность в своей правоте, они в любом случае не остановятся на ситуации, которая была в 22 году. Что будут терпеть, будут накапливать ресурсы и будут, как каток, идти дальше. Залужный когда-то там уже в своем посольском интервью, вспоминая его борьбу или его войну, как он там назвал свою книгу, говорил о том, что моя главная ошибка была в том, что я думал, что нанеся России там большие потери, я заставлю их остановить войну. Ну, не факт, что это были ровно его мысли, но тем не менее тезис понятен. Но для того, чтобы делать такие выводы, нужно иметь под это какие-то основания. То есть, если ты берешь основания доктрину стран НАТО или каких-то стран третьего мира, в которых говорится о том, что ты потеряешь 10% наступающей группировки, и это основание к тому, что ты должен говорить о мирных переговорах, но в российской доктрине, в советской доктрине никогда такого не было. И как генерал, учившийся, скажем так, не только в университетах военных НАТО, но и Советского Союза, он должен был понимать, что это не так. То эта война, которую он э, планировал выиграть за счет нанесения критического ущерба российской армии, она на этом не закончится. Россия всегда так воевала, всегда получая первые, скажем так, месяцы войны по лицу, всегда диверсифицировала армию, диверсифицировала взаимоотношения в государстве, экономику,
Те, кто были паркетными генералами, уходили в отставку или в тюрьму, и война выдвигала на их место людей, которые действительно проявляли свои воинские таланты. Это мы можем посмотреть и по Второй мировой войне, в том числе и по Первой мировой войне. И совершенно было понятно, что таким образом будет война длиться и здесь. Четвертый год, и Россия сумела диверсифицировать экономику, то, чего не смогли делать мы. Вместо того, что имея такую помощь Запада, экономическую, военную, мы за это время не выстроили собственной военной экономики. Отдельные какие-то предприятия на мутных схемах, которые связаны с определенными близкими к банковой людьми, и цель которых не столько производство собственного вооружения и компонентов к нему, а отмывание денег. Нет, ну Недаром этот подождите, конфликт. ну смотрите, тут же тоже вам сразу можно сказать. Вчера буквально, ну там он сегодня она заявлял, Зеленский, сейчас будем разбираться, но вчера в вечернем обращении говорит, смотрите, тут же дискуссия идет по поводу бюджета на следующий год, 2026. Говорит, да, дефицит. Депутаты отдельные за голову хватаются, говорят, елки-палки, так это 101% от ВВП. Ну, короче, полностью в долг. То есть это невозможно, это не бюджет там какого-то, это бюджет просто ярма. Вместе с этим там повышаются стандарты, вот это все, зарплаты учителям, врачам, стипендии, класс. А он говорит, а мы покроем все. Оружие будем экспортировать управляемо. Значит, приоритеты расставил. Вот есть у нас излишки по определенному выражению. Будем продавать. Вчера даже во Львове показали вот эту, как это, дуру такую 12-метровую, типа беспилотник. Да? Как это, Толока. орешник. Толока. Толока, да. Орешник Черного моря. Ну, в общем, так интересно, слушайте, прямо на стадионе показали открыто. Вот, смотри на Толоку. И этот Толоку он будет продавать, потому что говорил про морские дроны, там, про другие там дроны, про всякое вооружение. И за счет этого покрывать и вот этот дефицит бюджета. А вы говорите, мутные схемы на карман, все в страну, все в кубышку. Получается какая-то странная штука. Война идет, движение фронта в одну сторону, жалуются военные, там не хватает оружия, не хватает людей, а мы это оружие будем продавать. Ну, во-первых, мы полностью сами зависим от иностранных поставок вооружения. И на каждом Рамштайне, на каждой встрече мы просим дай, 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 дай. И какие-то излишки, если они и существуют, они не способны покрыть такой огромный дефицит. То есть, ну, это совершенно разные цифры. Ну, в десятки, в сотни раз не совпадающие по паритету. Поэтому, ну, я повторюсь, вопрос не в экономической составляющей, а только в пропагандистской. На самом деле, а, если у тебя нет собственной экономики, которая способна закрывать большую часть твоих потребностей, военных, социальных, то гуманитарных, то не может чужой бюджет 80%, 90% покрывать твои собственные э, потребности. Если вы за 3 года войны не сумели свою экономику диверсифицировать и просто жили за счет того, что вам давали эти деньги нескончаемым потоком, и вы не подготовились к той ситуации, что внешнеполитическая ситуация может измениться, это свидетельствует о том, что вы не способны управлять эффективно государством, тем более в таких условиях, в которых сейчас находится Украина. Поэтому и приходится реальные успехи покрывать вот пропагандистскими нарративами, рассказывать о том, что мы там продадим какую-то толоку и покроем 101% бюджета. Понимаете, тут тоже такой момент. Э, Вот, казалось бы, да, 1000 часов эфиров, разбора, там, мы с вами на моем канале с разными людьми, и не только на разных каналах, и все, и аналитики, и все говорят, а все равно же видите, как едет эта телега, едет себе потихоньку, и более того, позволяет Зеленскому, ну, все громче и громче говорить. Если попробовать разобраться,
какая вот история? Вот я хотел бы, тут высказался Зеленский по поводу там невозможности корейского сценария. Но это когда по линии разграничения остановили боевые действия и дали гарантии безопасности. В общем, все, как бы развели стороны, все, сидите, так сказать, вот так, как есть. Как бы Зеленский сначала был за этот план. Потом сейчас он выступает, говорит, корейский вариант невозможен, нужны гарантии безопасности без прекращения огня, и отправляет к своему другу Макрону, мол, мы с Макроном так договорились. Получается, что тоже какая-то странная метаморфоза. Вроде бы как все согласились, что давайте остановимся по линии, вручим гарантии, закончим войну. Но тут вроде Путин не согласен, да, потому что, говорит, выводите войска, обмен землями, это все ушло. Перспективы сейчас какие? Ну, для бравады, для, скажем так, потужности. Потому что, ну, корейский сценарий нет. Окей, тогда какой? Вьетнамский? Афганский? Ну, во-первых, надо понимать, куда эта телега едет. Если говорить о том, что она едет, да, она едет с горы и будет ехать с горы все быстрее. Если считать это за движение, то как бы это движение имеет очень четкую конечную цель в виде разгона и ударов препятствий. Поэтому говорить о том, что какое-то движение происходит, то это движение именно такое, под откос. Что касается корейского сценария, я тоже в него не верю, потому что время для этого сценария уже упущено. Когда на фронте был относительный паритет, это 23-й год, можно было говорить о корейском сценарии. Это было бы разумно, это было бы реалистично, и это позволило бы Украине сохраниться в том виде, в котором она существует сегодня. Возможно, это дало бы еще политические перспективы, хотя и ограниченные, но тем не менее реальные для Зеленского и его команды. На сегодняшний момент Зеленский не согласен на корейский сценарий по одной простой причине, что он уже невозможен, что он уже слишком хороший для того, чтобы быть реализованный для современной ситуации украинско-российского конфликта. Поэтому говорить о корейском варианте как о перспективном смысла нет, потому что время для него упущено. Я уже говорил, что, возможно, у вас в эфире, что я вижу совершенно другую картину, и Россия уже не будет останавливаться. Не будет останавливаться ни для перемирий, ни для, скажем так, каких-то долгосрочных соглашений с Украиной. То есть задача российского руководства – полное решение этой проблемы, которую они для себя считают экзистенциальной. И задача будет выход как минимум на границы Российской империи 1914 года. И это, я вам скажу, была изначальная задача перед началом полномасштабной войны. Именно эти границы видела себе Россия, начиная вторжение, в том числе с территории Беларуси, э, ввиду недооценки украинского военного потенциала, ввиду переоценки российского военного потенциала. Что касается армии вторжения, не общего, а вот именно тех сил, которые были задействованы в первые дни войны. Это не привело к реализации. Поэтому начали возникать уже варианты типа Стамбульских соглашений, чтобы как-то эту ситуацию купировать. И с достижением, частичным достижением целей, которые ставила перед собой Российская Федерация, и в то же время, которые были приемлемы для Украины. И поскольку те переговоры были при помощи Британии сорваны, и война продолжилась, то Россия, не имея уже цели перед собой краткосрочных, решения краткосрочных задач, сосредоточилась на решении долгосрочных. И вот эта долгосрочная задача, которую я вижу, это будет действительно планомерное, полномасштабное переваривание фронта, переваривание обороняющихся сил с большими затратами, с ударами и крупными внедрениями в территорию, с охватами и полномасштабная война с завоеванием территории и завоеванием, а, скажем так, и человеческого потенциала тоже, капитала. Поэтому говорить сейчас о каких-то сценариях вьетнамских, для вьетнамского сценария необходимо, чтобы были внутренние силы, которые имеют
самостоятельность, которые имеют м, ресурсы и которые имеют, по большому счету, суверенитет за какой-то частью территории. То есть, если бы Россия избрала для себя в войне с Украиной вьетнамский сценарий, она бы поставила вопрос о суверенитете того же Донбасса, Крыма, то есть создание из них квази вооруженных сил, и поддерживая со своей стороны, они бы двигали фронт в сторону Киева для, скажем так, реализации вьетнамского сценария. Но этот сценарий не был реализован. Россия вступила в войну полномасштабно именно от своего имени. И поэтому говорить о вьетнамском сценарии тоже здесь мы не можем. Совершенно разные обстоятельства, совершенно разные условия и участники. Поэтому я вижу перед собой, что Россия будет двигаться в направлении решения глобальной задачи, выход на границы Российской империи 1914 года. Ну, то есть карта Такой, Герасимова. ну, я не знаю, какая у Герасимова карта. Мне это стало понятно еще в 22 году. Какие цели и из выступлений Путина. То есть понятно, что его задача была выход на границы тех территорий, которые они могут ассимилировать. И там, где была Российская империя, там, где очень, скажем, силен еще русский дух, несмотря на то, что западнее Киева активно велась пропагандистская работа, э, и, скажем так, украинский фактор был более сильный, чем на восточных землях. Ну, вот таким образом они увидели, что, возвращаясь к границам 2014 года, они смогут выстроить определенный паритет, достичь зоны безопасности, которая их бы устроила на сегодняшний временной цикл. Смотрите, тут на самом деле, опять-таки, включается вот этот вот Зеленский как игрок, который не только там оружие продает во время войны, который делает там ряд заявлений, и все прекрасно видят, какая ситуация конкретно в Купянске сейчас, военная, тяжелейшая. Безуглая пишет, вообще беда, то есть это там вот это кольцо, спираль молчания, да, кольцо замалчивания проблем приводит уже к потере одного города за другим, и, в общем, ни одного города в этой войне. Мол, нужно сделать выводы, выводов никаких не делается. Ну, Зеленский говорит, там мы отобьем Купянск. Ну, отобьем Купянск, сейчас там зачищают, собственно, защищают город, и все будет хорошо. Опять-таки, после фракции «Слуг народа» с Зеленским, да, было вообще сказано, что да мы Донбасс, в общем, не сдадим, всех туда придет уничтожим, у нас такая боевая мощь. Абсолютный какой-то, ну, собственно, абсолютно параллельная реальность и абсолютный... Вот я пытаюсь найти, пытаюсь спросить. Никто не может дать на этот вопрос. Так а на что расчет? Вот у Зеленского конкретно. Его никто не поминает, его нелегитимность. Ему там, видите, как сходят с рук, правда, приходится понервничать и пободаться между там НАБУ и САП, да, вот этой драчкой, когда там агенты НАБУ, которые ближайшее окружение писали на пленке, вдруг оказываются российскими шпионами. Ну, ничего страшного, оно как бы перемололось, Майдан картонный отстояли, кого надо выпустили там за границу, все нормально. Но ну вот откуда, откуда берется вот это? То есть вы говорите, что это он просто говорит бравада ради бравады. Но на самом-то деле война не заканчивается. Да, движение фронта идет, но оно может там идти еще достаточно долго, наверное. Расчет на то, что там пройдет время, не знаю, там Трампа эта война переживет на посту президента, или ну, посмотреть на европейские расклады там дел, да, как у них обстоят дела. Ну, простите, там сейчас внутренние выборы, проблемы у всех союзников Украины, у всех абсолютно. Тот же Стармер, который там ласкал Трампа, я имею в виду политически, да, и там король, и вот это все. Ну, у них там тяжелейшая ситуация внутриполитическая в Британии. Германия то же самое. Франция, все прекрасно видят. На что расчет? Почему не закрывать вопрос сейчас? Ну, тактика Зеленского – день простоять, ночь продержаться. Потому что стратегии нет.
нет стратегии ни на сегодняшний день, ни на завтрашний день. Я уже не говорю за долгосрочную перспективу. Задача максимально мобилизовать общество, показать, что еще не все потеряно, потому что человек, не имевший надежду, у него еще есть какой-то шанс ее получить. А человек, имевший надежду и потерявший ее, он уже абсолютно бесперспективен. Вот. Люди, которые получили надежду в 23 году, то есть они сейчас ее, эту надежду потеряли снова. И власть, понятное дело, что всеми возможными способами пытается ситуацию отыграть обратно, хоть каким-то образом мобилизовать общество. Потому что вы видите, что абсолютно нет очередей ТЦК, абсолютно нет мощных общественных движений, которые поддерживали войну, которые поддерживали бы дальнейшее сопротивление. То есть даже те соцопросы, которые проводятся про банковским э, структурами, они свидетельствуют о том, что люди готовы на прекращение войны без возвращения там каких-то границ там 91-го, там 2014-го, 22-го года. То есть антивоенная повестка уже перезрела. И даже то, что пытается создать информационный пузырь банковая и соросятские структуры, в любом случае уже люди понимают, что это, скажем, инородные тела в организме, в общественном организме Украины, и они на самом деле не отображают ту реальность, которая имеется на местах, на улицах. Поэтому отсюда и вот эти речи победоносные, там, если помните, то по хронике, то и весной 45-го года тоже до последнего пропагандисты немецкие кричали о том, что мы побеждаем еще чуть-чуть, и война опять понесется на восток. Хотя все прекрасно понимали, что ситуация уже, вопрос стоит просто о ближайшем времени. Ничто не ново под луной. Какая-то странная история. Ну, во-первых, ни для кого особо это не было секретом, но вот этот Центр противодействия коррупции, ну, абсолютно понятно, грантовская организация, она, вот Калинюк, да, она выходит и выдает данные о недвижимости Умерова. Центр противодействия дезинформации включается в борьбу. Но это же его, Умерова, он как глава, секретарь СНБО, глава президента, он секретарь. Это же его отросток, Центр противодействия дезинформации. Говорит, нет, смотрите, вот так, это вами манипулируют, это все неправда. Это типа не его, это отца и брата. Фирмы, компании, все. Но общество это, ну, как бы не возмущает. Все нормально. То есть картонки опять не появляются, ничего никто, ну да, ну Майами, ну Нью-Йорк квартирка, ну там виллы, ну ничего страшного, сколько там, 8 объектов недвижимости, хорошо, могло быть и 15, всем плевать. Но почему секретарь национальной безопасности и обороны во время войны, министр обороны совсем недавно, с таким боекомплектом не вызывает никаких, скажем так, эмоций, реакций у того, что пытаются в Украине до сих пор называть гражданским обществом? Потому что это не гражданское общество. Гражданское общество в Украине было уничтожено, размазано, перекуплено, заменено соросовскими суррогатами. И поэтому говорить о каком-то сконсолидированном мнении общества, реального общества не приходится. Это внутривидовая борьба, скажем, людей, которые находятся в партии, условной партии войны, в движении, даже не партии, наверное, в движении войны, которые существуют именно благодаря этой войне. Именно благодаря этой войне они имеют возможность актуализироваться, покупать себе особняки в Майами, контролировать государственные органы, стратегические предприятия в Украине. И между ними этот, милые бронятся, только тешатся. Здесь вопрос только о деньгах и о влиянии.
Здесь нету ни народа, здесь нету ни самой Украины, ни ее будущего, нету даже результата для войны. То есть это внутривидовые разборки по дележке денег, ресурсов и влияния. Поэтому картонки не вышли, потому что не получили такой команды. Потому что тот конфликт, который засадили между УП и грантовыми структурами, он в любом случае очень негативно повлиял на их общую сконсолидированную позицию по войне. Он очень сильно ударил по поддержке тех же европейцев, которые быстро показали Зеленскому, как оно будет в случае того, если он решит ситуацию отыграть по-своему. Потому что соросовские структуры поддерживаются на сегодняшний момент европейскими глобалистами, а больше союзников у Зеленского на сегодняшний момент нет. Если а ему наверняка пригрозили, что если он продолжит в том же духе, то поддержка прекратится и начнутся разговоры о выборах. Пускай это будут квази-выборы, но тем более, ну, в любом случае это будет угроза единоличной власти Зеленского. Именно поэтому он этого испугался. А сейчас между ними, я думаю, что достигнуто определенное паритетное соглашение о том, что да, мы друг друга кусаем, но война не должна выходить, ссор не должен выходить из избы. Пускай этот ссор накапливается и воняет внутри, но не влияет на внешнеполитическую ситуацию. Что вы скажете по поводу Европы? Значит, интересная ситуация. Ну, в каком плане интересно? Интересное последствие, что будет дальше. Значит, только вроде как откашляли польский инцидент с дронами, как вот там МИГи пронеслись возле Таллина, и там начинается Эстония теперь вот как бы и так, и сяк, такие заявления, разные такие, мощные. Правда, вот я до сих пор, вот сутки прошли, я до сих пор не увидел о выделении денег Эстонии, потому что Польше дали сразу 43 миллиарда, эстонцам ничего не дали. Ну и там тоже до конца ничего особо не понятно, потому что на официальном уровне Россия говорит, ребята, мы пролетали там над вышками, еще где-то, то есть мы к вам не залетали. Ну, то есть, поди докажи, что вы залетали. Есть средства объективного контроля, нам объективного контроля средства не показывают. Но в Польше там все было объективно. Вот дрон, вот серийный номер ИИ, вот там польская хата. И то потом оказалось, польскую хату разбила ракета, которую пытались сбить с F-16, этот дрон. Но разговоров масса. Зеленский встраивается в эту канву и сегодня делает заявление, что румыны, там, поляки, в общем, будем давайте вместе сбивать дроны, которые летят по западному, ну, по западной Украине. Вообще, конечно, это очень интересно, потому что это означает прямое вступление в войну. Там, Румынии, Польши. Но Зеленский вот продолжает сжать эту тему. Так если они, простите, давайте логически посмотрим, не умеют сбивать эти дроны, ну, имеется в виду, как бы, обоснованно экономически. То есть мы все видели, как ракетой там АИМП сбивается, летит красиво, все, только ракета стоит несколько сотен тысяч долларов, а дрон стоит там, ну 10, если он там какой-то реактивный. То есть если они не умеют, и мы будем учить поляков, как дроны сбивать, то, простите, а чем тогда они нам помогут? Зачем это нужно? Ну, вот в практическом смысле. Ну, а в геополитическом понятно. То есть мы видим, как расширяется вот этот ореол войны. Куда идет вектор вот этого движения? Как вам кажется, удастся замутить войнушку между Россией и НАТО? И кто знает, может от страха, что там что-то началось, в Украине войну и прекратят? На сегодняшний момент НАТО — это Соединенные Штаты и, скажем так, сателлиты, которые сами по себе серьезной военной силы не представляют. И эта военная провокация как раз со стороны России, она и преследовала цель показать вот этим вот, скажем, боевым нашим соседям, что война на самом деле в Украине, она может и немножко выйти за пределы Украины. Потому что если вы дальше будете ее поддерживать, война — это такая злобная тетка, которую долго уговаривать не надо. Раз позвали, она может за один раз и прийти. А если вы долго это делаете, так практически можете быть уверены, что она будет скоро у вас в гостях.
И находясь, скажем так, в плотном контакте, находясь рядом с нами, поляки, ну, как минимум, тоже могли понять, что для условия изменились. Это уже не современная война, это не только война инноваций и супервысоких технологий. Это еще и война ресурсов, война диверсификации, война экономических факторов. То есть в том же Израиле вот презентовали систему Орайтан, это лазерное оружие. То есть именно э, способная за несколько там долларов один выстрел сбивать беспилотники, сбивать ракеты, сбивать даже минометные мины. То есть огромные ресурсы, которые тратятся на войну, требуют и диверсификации для того, чтобы какое-то определенное время можно было хотя бы защищаться. Потому что если они начнут сбивать беспилотники стоимостью в 10 тысяч долларов ракетами, стоящими каждая миллион, то очень быстро у них деньги закончатся. А кто будет спонсировать? Американцы сказали, что мы же участвовать в этом не будем. Да и американцы тоже не бездонная бочка. Если они будут сейчас во все конфликты совать свои ресурсы, свои деньги, свое вооружение, у них этих ресурсов не останется. А учитывая то, что в глобальном конфликте маячит участие Китая и Индии с огромными экономическими, военными и людскими ресурсами, то каким образом НАТО будет противостоять сегодня? Ну, разве что закрыть тему глобальными обмена ядерными ударами и раз и навсегда решить вопрос для всех. Потому что в столкновения обычными вооружениями ну, напрашиваются нехорошие предчувствия. И специально, я думаю, сделаны эти провокации, показать, что, ребята, хватит провоцировать продолжение конфликта, хватит кричать о победе на поле боя, потому что завтра вы можете сами оказаться этим полем боя. А чем вы можете ответить? Чем вы способны отреагировать, кроме слов и выпуская там ракеты по миллиону долларов? Ну, выпустите там, ну, зайдет дрон, который на Украину залетает каждый месяц, там, каждый день от 100 до 500 дронов. Если на Польшу полетит такой рой, через сколько закончатся их возможности ПВО? Или на Эстонию, там, или на Литву? Это не двусмысленный сигнал о том, что если вы будете продолжать в таком же духе, то вы наконец-то войну, которую вы зовете, вы ее получите. И это будет, скажем так, сигнал и для тех стран, которые стремятся в НАТО, которые говорят о том, что и в Украине нарратив очень долго, что по принятию Украины в НАТО сразу решает все проблемы. Никто не задумывается, что это создает проблемы. А кто Это стремится в создает НАТО сейчас? одну Вот сейчас, знаете, вот тоже так, Молдову. э, понятно, что сейчас есть разные люди, это в зависимости от того, там, с кем ты душой и сердцем. Да? Одни такие вот ненавидят Россию, например, да, и вот как типа Стуба говорит, вот смотрите, НАТО, Финляндия, граница увеличилась, ну вот эти все аргументы, да. Другие говорят, подождите, ну там, стоп, стоп, стоп. А есть вообще потенциал для расширения НАТО? Его нет. Кто в здравом уме, да, пойдет в это НАТО? Кто? Армения? Ну, Грузия уже нет, понятно, да? Молдова. Ну, в Молдове там выборы надо пережить, там все опасаются провокаций, да, с Приднестровьем. То есть все как-то вот смотрят и говорят, ребята, то есть, а НАТО, а куда? Ну, всех, кого можно, вы приняли под шумок. А дальше становится опасным. И дальше уже получается, что да никто и не хочет. Ну, понятно, кроме Украины, которая там видит... Ну, это как мифическая история, да, как морковка. Морковка спереди, морковка сзади, в общем, там, и запустили украинцев. А вот если так глобально, геополитически, так туда никто не пойдет, потому что вовсю уже действительно обсуждается война условного НАТО, да, плюс Япония, там, плюс еще кто-то, ну, с глобальным югом, с Китаем, Индией. Как-то так никто особенно не хочет туда влипать и встревать. И опять-таки, вот эти там МИГи пролетели. Ну, так сбивайте. Ну, Турция сбила, да, был очень большой скандал, был очень... Ну, тем не менее. Сразу возникает там вопрос, а что такое НАТО сейчас? Куда вот это вот мы идем?
Помните, мы с вами, по-моему, говорили, вот там Европейский Союз, наши стремления, Европейский Союз, такого уже нет. Ну, в том виде, ну, нет. Ну, то есть там уже нет этой разницы в жизни, в услугах, ну, такой разительной, да, вот там какой-то инновации. Европа тоже загибается, вон санкции вводит, Трамп душит, давайте отказывайтесь от энергоносителей, все дорожает. Ну, как бы уже не та Европа. А мы все равно стремимся. Так и НАТО уже не то. Так куда мы стремимся? Но уже не столько мы куда-то стремимся, сколько самому Евросоюзу впору без всякой Украины думать о собственном выживании. Потому что очевидный конфликт внутри организации между членами, между собой, между членами и Брюсселем, и очевидные провалы миграционной политики, и очевидные провалы в экономической политике. То есть Евросоюз сам находится в очень тяжелой ситуации. Сейчас его как бы он стоит уже на грани таких глобальных серьезных проблем. И сейчас как раз Трамп их очень удачно туда подталкивает. Потому что в столкновении цивилизаций между цивилизациями не могут быть стабильных, долгосрочных союзов. То есть каждая из них стремится для собственного выживания, доминирования, процветания, и этого можно достичь только за счет нанесения ущерба другим цивилизациям. Вот условные союзники, европейская и англосаксонская цивилизация, являются только временными союзниками вот, этого временного цикла. И Соединенные Штаты все делали для того, чтобы потенциал экономический, гуманитарный, социальный Европы объединенной нивелировать. И, в принципе, за последние 15-20 лет им это удалось. И европейцы должны были понимать, что оранжевая революция, начиная с 2004 года, это на самом деле завуалированный удар по ним. То есть целью была не Украина и даже не Россия, а целью была Европа. И в конце концов Европа и сейчас страдает больше всех, потому что Россия смогла диверсифицироваться и сублимировать в государство, способное наращивать мощь во время войны, а Европа нет. Европа не сумела перестроить собственную экономику, не сумела диверсифицироваться, не сумела выстроить единую политику внутри, не сумела консолидировать усилия, солидаризироваться между всеми членами. И мы видим, что она находится в очень плачевном состоянии, в самом плачевном состоянии в результате этой войны. Если не брать в пример Украину, но Украина на самом деле не является субъектом в этой войны, она является полем боя объекта. Поэтому совершенно очевидно, что стремление Украины в Европу, оно уже не имеет смысла даже для спасения Украины. Потому что Евросоюз на сегодняшний момент находится в том положении, что ему вплоть до того, что необходимо тоже переучреждение как организации по новых принципах, с новым количественным участием и, безусловно, смена глобалистской повестки на консерватив. Так Ну, я если, думаю, что, в принципе, Трамп и ждет. если не Европа, так а кто тогда спасет Украину Зеленского? Украину Зеленского никто не спасет, потому что это само по себе не может так звучать. Украина Зеленского. Украина не Зеленского. Украина это государство, которое принадлежит народу. И оно находится сейчас в большой беде, благодаря тому, что управляется вот этим самым Зеленским и его командой. И спасет Украину только переосмысление, прохождение людей через сложные этапы осознания ошибочности пути, приведение собственной интеллектуальной элиты к власти, формирование долгосрочного целеполагания, стратегии развития для народа и нахождение своего места внутри органичной цивилизации, в которой мы изначально были и из которой мы пытаемся всеми силами вырваться, вопреки собственной идентификации, собственному менталитету, собственной истории. М, Понимаете, то есть это кажется вообще уже, ну, невозможным. Вот это переосмысление,
самоидентификация. Кажется, что нереально, потому что чем дальше закручивается этот шуруп, тем ближе к тому, что треснет условно вот эта деревяшка. И, наверное, на этом в том числе и зиждется Зеленского, так сказать, вот эта вот вся риторика, и почему там условно люди не могут ничего поделать с вот этой пропагандой, со всем остальным. Как вы думаете, вообще возможен ли такой сценарий, что в Украине появится политик или группа политиков или еще кто-то, да, что как бы назовут себя партией мира и не будут ассоциироваться условно там с врагом, потому что только кто-то заикнулся о том, что там давайте о мире, это все там рука Кремля, что вот эта история не как бы сломается. Для этого еще не созрели условия, но они находятся в стадии созревания. У Йозефа Шумпетера есть такое понятие, как цивилизационная колея. И нахождение этой колеи обусловлено очень многими факторами. И социальными, историческими, культурными, ментальными. И выскочить из этой колеи практически невозможно. То есть для того, чтобы изменить колею государства, нужно полностью изменение качественного состава населения. То есть кардинально. Ну, не хочу употреблять слово геноцид, но вот по большому счету это должен быть какой-то идентификационный геноцид. То есть люди должны полностью изменить свою суть, полностью подчиниться внешнему влиянию, и таким образом ты можешь... но это будет уже не то государство, не тот народ. Поэтому абсолютно однозначно, что находясь в колее собственной цивилизации, несмотря на вот эти все процессы, которые у нас активно происходят с 2004 года, Украина все равно вернется в собственную колею. Будет это через 10 лет, или это будет через 5 лет, или это будет через год, или это, э, скажем так, процесс этот будет болезненный или более-менее мирный, но шансов на мирное возвращение остается практически ноль. Но в любом случае силы, которые центростремительные, они сейчас начинают преобладать, потому что история циклична. Сначала центробежные силы, потом центростремительные и так по кругу. И цикл Украины в стремлении бежать из собственной цивилизации, он подходит к концу. Для этого создаются и внешние, и внутренние предпосылки. И одновременно с формированием этих предпосылок формируются предпосылки и для появления той силы, которая будет объединительной, которая будет в тренде, которая объединит желание людей вернуться в собственную органичную среду, которая для них является природной и комфортной. Ну, а сколько будет продолжаться этот процесс? Смотрите, я просто вот сегодня очень тяжелый обстрел Днепропетровской области. Один из самых мощных вообще за войну, конкретно касающийся этой области. Понятно, что там дроны там летели в сторону ГЭС Киевской, да. Понятно, что мы еще вот эту вот беду хлебнем еще большой ложкой. Но есть ли время для того, чтобы это все вызревало? Безусловно, оно все созреет именно тогда, когда будет самое худшее время. Помните, что да, самое темное время перед рассветом. И Украине придется пережить еще это темное время. Сейчас мы находимся где-то в районе 20 часов вечера, когда сумерки начинаются, но еще как бы нету настоящей темноты, настоящей ночи. Поэтому мы к этому периоду только подходим. А, Повторюсь, выскочить из колеи можно э, только когда происходит настоящий кризис, когда люди начинают по-настоящему осознавать пройденный путь и то состояние, в которых они находятся, потому что жизнь заставляет. Потому что человек не склонен насиловать свой мозг глобальными вопросами be or not to be.
То есть человеку комфортно в той ситуации. Даже если ситуация сильно ухудшилась, он все равно находит оправдание к тому, что как-то вот день за днем, день простоим, ночь продержимся, вот как-то завтра опять будет солнце и все остальное. Но когда ситуация ухудшается с каждым днем, люди, хочешь не хочешь, им приходится задаваться вопросами, а правильно ли мы думаем, а правильно ли мы делаем, а достаточно ли мы делаем, и то ли мы делаем. И когда ситуация, скажем, станет совсем нехорошей, тогда придет время той силы, которая и вернет людей в здравое поле. Раньше нет. Как мы уже увидели, народ не склонен для проведения критического анализа собственной истории, ситуации, которая происходит за окном. И только глубочайшие потрясения могут способствовать тому, что люди задумаются и начнут принимать логические решения. М. Ну, видите, как на Москву логическое решение. А, Польское издание сегодня опубликовало такой длинный материал о том, что выпускать 18-22-летних это большая, в общем, выстрел в ногу. Там отдельные депутаты, воюющие, типа Костенко, там из комитета говорит, что надо вообще закрывать границы, из детского сада учить всех воевать. Мол, плохо это, обидно, это будущее там офицеры, это будущее там еще кто-то. И вот сейчас начинается вот эта вот дискуссия. Дискуссия о том вообще, вот мы сейчас там говорим, или там вы привели пример вот этой темной ночи, да, ну, то есть пока сумерки, а ночь будет темная. Ну, так давайте прикинем. В материале BBC просочилась такая вот штука, что бюджет Украины рассчитан на 28, ну, почти 29, короче, 28 миллионов человек. Но опять-таки, правильно, неправильно, ну, непонятно. Так это, не так. Ну, вот где-то этот порядок. В 12 раз увеличился как бы поток людей, которые пересекают украинско-польскую границу именно вот в этом возрасте, 18-22. Люди едут, люди уезжают. Как обычно, украинская власть закрывает глаза, голову в песок, ну и все. Да, то есть, а поляки считают и вот эту поднимают эту дискуссию. А, Как вам кажется, а есть вот демографический предел войны? Это как это, темная ночь, да, или вот эти вот сумерки, которые сейчас перерастают в темную ночь, это ведь тоже зависит и от количества людей. Или война настолько технологична, видите, дроны, талоки, вот эти дуры всякие, там, бабы-яги, всякие там разработки, то, в принципе, все равно, сколько там людей живет на той или иной территории. То, что вы перечислили, это все точки растраты денег. Это то, на что они необходимы. А точки роста нету ни единой, которая могла бы а, этот бюджет сделать более-менее реальным. А, Если бы у них была стратегия хотя бы среднесрочная, они бы об этом задумывались и не кричали бы о вечной войне. Ни одна экономика мира не может выдержать долгосрочную войну, ведущуюся на ее территории. Ни одна. Для этого нужны огромнейшие ресурсы, и для этого действительно, правильно вы сказали, ограниченное время, даже если тебе там сильно помогают. Поскольку война происходит на нашей территории, у нас возможности восстановления экономики нет никакой. И в сегодняшний момент, чем больше людей уедут, тем меньше придется думать об их трудоустройстве, об их пропитании и э, социальных, гуманитарных аспектах. Да, через 5-10 лет это все укнется отсутствием рабочей силы, потому что вечно содержать нас не будет. Сейчас в Европе пройдут выборы, а некоторых снесут и досрочно из главных поддерживальщиков. И поток денежный прекратится. А у нас здесь нету ничего. Мы никаким образом не готовы для того, чтобы наша экономика была суверенной. И то, что уезжают молодые, трудоспособные, это в очень короткой перспективе станет тем последним ударом, который перевернет лодку украинской экономики. Поэтому они смотрят
буквально себе под ноги, что вот сейчас мы там скинем определенный ресурс, который не надо трудоустраивать, которым не нужно питаться, на который не нужно выделять деньги, особенно ВПО, и каким-то образом продержимся короткое время. А в будущем для них не важно, что будет, после них хоть потоп. Подождите, ну нам же говорили, ну, или так выставляли, что это решение, ну, чтобы там родители не увозили школьников, да, для того, чтобы наоборот как-то микроклимат улучшить. А вы сейчас фактически говорите, что это, ну, типа, цинично, просто сброс балласта, ну, в прямом смысле этого слова. То, что, ну, чтобы людям не платить, пускай едут там покормятся в Европе на каких-то пособиях, и там пускай отдыхают. Так и есть на самом деле. И для того, чтобы родители не увозили детей, мы с вами родители, мы понимаем, что для того, чтобы мой ребенок остался в стране, он должен, государство ему должно обеспечить безопасность прежде всего, перспективу, возможности для развития, и для экономического роста, для духовного развития. То есть, а когда ребенок, для чего оставлять здесь детей? Для того, чтобы костенки и швайки из них солдат лепили, для того, чтобы завтра, заговорив на русском языке, он получил дубиной там сзади по голове, для того, чтобы качество образования, которое при помощи их оптимизации, так называемой грантовой, э, не дало человеку возможности нигде в мире реализоваться как специалист. Что из этого государство на сегодняшний момент может предложить родителям для их детей? Абсолютно не возможность выезда туда и обратно. Люди используют эту возможность выезда только для того, чтобы обезопасить своих детей, чтобы отправить их в тех странах, где это ужаса не происходит. И где политики открыто не говорят о том, что а, мы будем из ваших детей и внуков сразу лепить солдат. Какая не воинственная Европа, а тем не менее они говорят, наших солдат, пока конфликт в Украине продолжается, не будет. Потому что они все-таки думают о своих людях. Потому что они понимают, что такая воинственная риторика завтра сметет их нахрен с их политических должностей и закончит их политические карьеры. Потому что вот рядом Украина и наглядный пример, к чему это приводит. Знаете, все это, конечно, такой достаточно тяжелый разговор. Хочется как-то на каком-то позитиве закончить, но не получается. Очередное видео там, да. Сейчас же бьют по поездам. Ну, по подстанциям железной дороги, да и по поездам, в общем, по депо. И вполне вероятно, что, ну, в общем, будут и дальше трудности с этим делом. Зеленский же на неделе говорит, вот, там, кто-то куда-то не доехал, кто-то куда-то не долетел, мы тоже будем срывать им отопительный сезон россиянам. Ну, то есть играть вдвоем в эту игру. А я вот смотрю, разошлось видео, это, конечно, лютый трэш. То есть Укрзалізниця, железная дорога, вагон с верхней полки, подросткам, мальчику и девочке. Я так понимаю, что этот поезд был на Львов, да? Начинает рассказывать про российскую мову, мову оккупанта. Ну, как бы дети как бы соглашаются, махают рукой, типа кивают, окей, окей, все, типа, чтобы, мол, не слышала эта тетка в купе русскую речь, мол, куда вы едете? Ну, это, конечно, вопиющий случай. Во-первых, ну, то есть, вообще снимать чужих детей нельзя. Приставать к чужим детям, ну вот, обращаться, там, какие-то претензии, делать там, ну, как, делать замечания вроде как можно, да, но, собственно, снимать и как бы булить их, это, ну, это нарушение. Но интересно, что вот этот эпизод, да, он же отразился еще на том, когда там депутаты местные в Львове кричат, у нас Львов русифицируется, алярм, беда, беда, давайте, бьем во все колокола. В смысле русифицируется?
Ну, логика понятна. Приезжают люди с разных регионов. Сейчас вот Днепр утюжат. Понятно, соберутся люди и поедут дальше. То они там, условно, с Донбасса или там с Херсонской области поехали в Днепр. Сейчас они поедут еще дальше. И вот чем, получается, дальше эти люди едут, тем больше вот таких вот проблем. И примечательно, что это вот Укрзалезницы, которая вообще может остановиться, да, если там война зайдет, ну, в общем, дальше и глубже. Почему нет вот этого согласия в языке? Почему, условно, там те же львовяне, причем есть нормальные люди, ну, я прям знаю некоторых, и как бы есть, их немало, но почему вот эти правят бал, вот эти, которые кричат, беда, русифицируется Львов? Потому что это полностью отвечает сегодняшней государственной доктрине. Максимальное разделение внутри общества, потому что разделенное общество не способно на консолидированный протест. Украина – это такая очень особенная страна в центре Европы в этом плане, созданная на руинах разных империй и в течение сотни лет находившаяся в разных состояниях, сотен лет. И именно это дает возможность недобросовестным политикам актуализировать себя. Противостояние Востока и Запада для них выгодно. Особенно, когда происходит война, особенно, когда одна из политических доктрин превалирует, как сейчас у нас, прозападная, пронационалистическая. И, соответственно, это дает возможность политикам это использовать. Я напомню, что из всех президентов Украины практически все с Востока. Условно, с центра Порошенко, Кравчук, он вообще в Польше родился, на тот момент это была часть Польши, и, ну, вообще в советский партийный функционер. Все остальные, Ющенко, Сум, самый, с Днепропетровска, насколько я помню, Кучма, с Донецкой области Янукович. То есть, несмотря на то, где бы они ни происходили, они сразу становились заложниками вот этого противостояния двух систем внутри Украины. И безбожно они это использовали в своих собственных целях. Потому и этот конфликт не был решен. Потому этот конфликт довел до того, что сейчас в Украине война и гражданский конфликт. Повторюсь, для меня очевидным остается одно: пока мы не изменим а, идею государственную, пока мы не придем к мирному, дай бог, переучреждению, переосознанию и формированию Республики Русь, у нас этот конфликт будет постоянно актуализироваться. Он будет затихать, он будет возвращаться. Если даже Украина будет поделена на несколько частей в результате войны, в любом случае процессы эти центростремительные, центросбежные, они будут продолжаться. Это будет всегда проблема, пока полностью не будет изменена проектность, имеющая историческую основу. Пока мы не вернемся к идее создания Руси, которая является неотъемлемой частью православной цивилизации, эти конфликты будут постоянно приводить нас к войне. Войне внутренней, войне с соседями, прежде всего экзистенциальному конфликту с русской цивилизацией. А в каких границах вы видите Республику Русь? Поймите, сейчас говорить о границах нет никакого смысла, потому что самые главные границы находятся в головах. Как только люди осознают себя гражданами Республики Русь, как только они осознают, что мы являемся частью великого, великого цивилизационного блока, что наша история аналогична, она фундаментальна, и что мы органичны здесь, и мы можем здесь играть важную роль. И это приведет к логическому переосмыслению того пути, по которому мы шли, который привел нас к руине. Чтобы не было новых руин, мы обязаны выстраивать свое будущее, основываясь на правдивом, на правильном историческом фундаменте и имея общее целеполагание с нашей цивилизацией. Тогда границы не будут иметь никакого значения. Потому что самое главное, неважно, там границы в том же Евросоюзе. Мост между Германией и Францией, его на трамвае проезжаешь в районе Страсбурга, а ты не замечаешь, что границу пересек.
и они остаются суверенными государствами. Но при этом взаимопонимание, при этом общее целеполагание, и не обязательно внутри цивилизации друг друга любить. То есть американцы с англичанами друг друга троллят при каждой возможности, и у них футбольные или там спортивные какие-то соревнования, у них всегда это принципиально, и там можно куча примеров таких привести. Но когда встает вопрос о противодействии другим экспансиям, они всегда едины. И наш путь только такой. Ну, а у нас мы видим, да, другая экспансия налицо. Ну, в процессе вот этих последних лет особенно. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго. Друзья, посмотрите, поставили ли вы лайк, да, не забыли ли, сделайте это, поддержите канал подпиской и хорошим добрым комментарием, или таким, который захотите по теме нашего сегодняшнего разговора. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.